В этом мастер-классе я покажу, как вязать вот такую салфетку для сервировки стола крючком. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Диаметр такой салфетки у меня получился 39 сантиметров и в ней всего 22 ряда. Для вязания вот этой желтой салфетки я использовал вот такой стопроцентный хлопковый шнурок. В нем по толщине в 100 граммах 150 метров. Но вы можете, например, использовать пехорка детский хлопок Alize Bella Batik или пряжа Гавайи. Или, например, можно вязать в две нити, как я связал вот эту салфетку. Я ее вязал вот такой тоненькой пряжей, которой я вяжу все свои обычные ажурные салфетки крючком 1,75 мм. И по толщине эта пряжа в 150 граммах 500 метров. И так как я вязал эту салфетку в две нити, я использовал крючок 3 мм. Так же, как и на эту салфетку, 3 мм крючок. И чтобы вязать в две нити, я взял нить, которая идет у меня сверху мотка, и взял одну нить, которая идет изнутри мотка. Просто сложил ее вдвое и вязал крючком 3 мм. И в диаметре они у меня обе получились абсолютно одинаковые. Вы тоже также можете вязать любой стопроцентной хлопковой пряжей тоненькой в две нити. По завершении вязания все свои работы я всегда блокирую с крахмалом. Как я это делаю, я объясняю в видео, которое вы можете найти по ссылке ниже здесь в описании под этим видео. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на два пальца, здесь совсем небольшой кусочек оставляем. Теперь оборачиваем нить вокруг двух пальцев, здесь впереди скрещиваем и сзади придерживаем. Теперь вставляем крючок под первую нить. Цепляем вторую нить, протягиваем ее. Здесь немножко вот так подкручиваем, и у нас образуется вот такая петля. И теперь мы цепляем уже нить, которая идет от клубка. У нас сейчас две петли на крючке, мы их пальцем придерживаем, а другие два пальца из кольца вытаскиваем. Придерживаем кольцо аккуратно, чтобы ничего не развалилось. И теперь уже нить мы протягиваем в нашу первую петлю. И можно вот так немножечко подтянуть. И вот у нас получилось наше кольцо амигуруми. В это кольцо нам нужно провязать 16 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема. Но здесь у нас уже есть вот такая одна петля. Я сделаю еще 2. Раз и 2. И вот мой первый столбик с одним накидом. Теперь в кольцо провязываем. Делаю накид, столбик с одним накидом. Опять накид и в кольцо провязываем столбик с одним накидом. И вот здесь всего сейчас я уже провязал 3 столбика вместе с 3 петлями подъема. Раз, два, 3. Еще провязываем 13, всего 16, и уже дальше я вернусь. Провязали 16 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 3 воздушные петли подъема. Теперь возвращаю крючок. За вот этот хвостик, который у меня там болтается, я сейчас тяну и закрываю все эти столбики вместе. Вот так этого достаточно. Теперь этот кусочек я кидаю сверху рабочей нить туда-назад. Вставляем крючок в третью воздушную петлю подъема и провязываем соединительную петлю. Все. И вот так мы завершили первый ряд. Второй ряд. Я возвращаю вот этот кусочек сюда вперед. Буду прокладывать над столбиками первого ряда и буду прятать под столбиками второго ряда. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема. Раз, два, 3. Как первый столбик с одним накидом. Делаем еще 2 воздушные петли. Это как арка между столбиками. Теперь накид и уже в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. То есть здесь я провязал столбик, 2 петли, столбик. Сейчас опять выполняем 2 петли, накид и уже в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. И таким образом провязываем ряд до конца. Выполняем 2 воздушные петли,
столбик с одним накидом в следующий столбик. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик, 2 воздушные петли и теперь соединяемся вот так. Вставляем крючок в первую вот эту арку вот так и выполняем соединительную петлю. И всего здесь у нас получилось 16 столбиков и 16 арок. Третий ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И сюда же, в эту же арку, провязываем еще 2 столбика. Накид, столбик с одним накидом в эту же арку. Опять накид и сюда же столбик с одним накидом. Итак, вот мы сделали 3 столбика в арку 2 воздушных петель. Теперь все вот эти столбики я буду пропускать и уже в следующую арку выполняем 3 столбика с одним накидом. Накид и в арку 2 воздушных петель провязываем 1, 2, 3. И таким образом вяжем ряд до конца. В каждую арку 3 столбика с одним накидом. Провязали ряд до конца, выполнили последние 3 столбика. И теперь в третью воздушную петлю подъема мы просто соединяемся соединительной петлей. И всего у нас здесь должно получиться 48 столбиков с одним накидом. Четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 2 воздушные петли, как арка между столбиками. Накид. Пропускаем следующий столбик и в следующий выполняем столбик с одним накидом. Вот мы сделали столбик с накидом, 2 петли, столбик с накидом, опять 2 петли. Пропускаем 1 столбик и в следующий провязываем столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные. Пропустили 1 столбик и в следующий провязываем столбик с одним накидом. И таким образом вяжем ряд до конца. 2 воздушные петли, 1 столбик пропустили и в следующий столбик с одним накидом. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик, последнюю арку 2 петель. Передо мной остался 1 столбик, который мы пропускаем. И теперь в самую первую арку вот так я вставляю крючок и провязываю соединительную петлю. И всего в этом ряду у нас должно получиться 24 арки и 24 столбика. Пятый ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И сюда же в эту же арку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. То есть мы сделали в эту арку 2 петель 3 столбика с одним накидом. Все столбики мы пропускаем и уже в следующую арку провязываем также 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И таким образом вяжем ряд до конца. В каждую арку провязываем 3 столбика с одним накидом. И в конце ряда соединимся в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. И всего у нас должно получиться 72 столбика с одним накидом. Шестой ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 2 воздушные петли еще, как арка между столбиками. Накид. 1 столбик мы пропускаем и в следующий выполняем столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные петли. 1 столбик мы пропускаем и в следующий столбик с одним накидом. И таким образом вяжем ряд до конца. Выполняем 2 воздушные петли. 1 столбик мы пропускаем и в следующий выполняем столбик с одним накидом. Провязали шестой ряд до конца, выполнили последний столбик, 2 воздушные петли. Перед нами остается 1 столбик, который мы пропускаем. И здесь мы соединяемся вот так. В первую арку вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. Седьмой ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Первый и второй. То есть всего мы провязали 3 столбика с одним накидом. Теперь в следующую арку также 3 столбика с одним накидом.
И таким образом мы вяжем ряд до конца. В каждую арку 3 столбика с одним накидом. Всего в конце ряда у нас должно получиться 108 столбиков с одним накидом. И завершим в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. 8 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 2 воздушные петли, как арка между столбиками. Один столбик пропускаем в следующий, и в следующий провязываем столбик с одним накидом. Теперь выполняем 1 воздушная петля, один столбик также пропускаем, и в следующий столбик с одним накидом. Вот такой у нас будет раппорт. Теперь выполняем 2 петли и столбик с одним накидом. Вот один пропустили, в следующий столбик с одним накидом. Теперь 1 воздушная, один столбик пропустили, и в следующий столбик с одним накидом. И таким образом провязываем ряд до конца. Столбик, один пропустили, и в следующий столбик. То есть здесь у нас все то же самое. А арки у нас теперь чередуются. 2 петли, 1, 2, 1, 2, 1. И вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик с накидом, 1 воздушная петля. И в самую первую арку вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. И всего у нас должно получиться 54 арки. 9 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И сюда же провязываем еще 2 столбика. Первый и второй. То есть всего в эту арку 2 воздушных петель мы провязали 3 столбика с накидом. Перед нами идет арка 1 петли, мы в нее вяжем 2 столбика. Раз. И второй столбик сюда же, в эту же арку. И вот так мы будем вязать ряд до конца. Чередуем. В следующую арку 2 петель вяжем 3 столбика. Раз. 2. И 3. А в следующую арку 1 воздушной петли мы провязываем 2 столбика. В конце ряда получится так, что в последнюю арку 1 воздушной петли нам нужно будет провязать 3 столбика с одним накидом. Но я там уже вернусь и покажу, а пока продолжаем вязать, просто чередуя. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Провязали ряд до конца, передо мной осталась последняя арка 1 воздушной петли, но вместо 2 столбиков мы в эту арку выполним 3 столбика с одним накидом. Раз. 2 и 3. И соединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Мы здесь выполнили на 1 столбик больше, чтобы в итоге у нас получилось четное число. Вы можете пересчитать, у нас всего должно быть 136 столбиков с одним накидом. 10 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 2 воздушные петли, как арка между столбиками. Накид, 1 столбик пропускаем, и в следующий столбик с одним накидом. Теперь выполняем арку 1 воздушной петли, накид, 1 столбик пропустили, и в следующий столбик с одним накидом. Теперь 2 петли, 1 столбик пропустили, и в следующий столбик с накидом. 1 воздушная, 1 пропустили, и в следующий столбик с одним накидом. И таким образом вяжем ряд до конца, чередуем. 2 петли, 1 петля, 2 петли, 1 петля. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик с одним накидом, арку из 1 воздушной петли. Здесь перед нами остается 1 столбик, который мы по рисунку пропускаем. И соединяемся соединительной петлей в самую первую арку. И вы можете пересчитать, всего должно получиться 68 арок. 11 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И сюда же, в эту же арку, провязываем еще 2 столбика. Раз. И второй. То есть всего получается 3 столбика провязали. Следующая арка у нас идет из 1 воздушной петли. Мы в нее провязываем 2 столбика. Раз. И 2. И таким образом чередуем до конца.
В следующую арку 2 петель провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. И в арку 1 воздушной петли вяжем 2 столбика. Все, вяжем так ряд до конца. В самую последнюю арку 1 воздушной петли провязываем 2 столбика и соединяемся в 3 воздушную петлю подъема соединительной петлей. Провязали 11 ряд до конца и должно получиться 170 столбиков с одним накидом. 12 ряд. 1 воздушная петля подъема и сюда же в этот же столбик, в эту 3 воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Столбик без накида в следующий столбик, столбик без накида в следующий столбик и в следующий. И таким образом провязываем ряд до конца, выполняем столбик без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Провязали ряд до конца, передо мной самый первый столбик без накида, и я выполняю соединительную петлю только за переднюю половинку этого столбика. Вот так, за переднюю. Вставляю крючок и провязываю соединительную петлю. А вот ту заднюю половинку я сейчас отмечу маркером, просто чтобы ее не потерять. Но вы можете просто запомнить, что есть эта задняя половинка петли. 13 ряд. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик только за его переднюю половинку. Соединительная петля в следующий столбик только за его переднюю половинку. И таким образом провязываем ряд до конца. В каждый следующий столбик за его переднюю половинку петли провязываем соединительную петлю. Провязали ряд до конца. Я сделал последний соединительный столбик в самый последний столбик без накида. И теперь соединяемся следующим образом. Немножечко вот так эту петлю вытягиваем и вставляем крючок в самую первую соединительную петлю сзади наперед. Вот так. Цепляем нашу вот эту рабочую петлю и протягиваем ее назад. И теперь можно здесь немножечко эту нить подтянуть. Все. Таким образом мы завершили ряд. 14 ряд. Сейчас выполняем соединительную петлю в ту петлю заднюю, которую я отметил маркером. Выполняем соединительную петлю. Все, теперь этот маркер уже можно снять, он мне больше не нужен. Выполняем 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в эту же заднюю петлю, провязываем столбик без накида. Столбик без накида в следующий столбик только за его заднюю петлю. Столбик без накида в следующий столбик только за заднюю петлю. И таким образом провязываем ряд до конца. В каждый следующий столбик за его заднюю петлю провязываем столбик без накида. И всего у нас также получится 170 столбиков. Провязали ряд до конца, и теперь с самым первым столбиком без накида мы просто соединяемся соединительной петлей. 15 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 2 воздушные петли, как арка между столбиками. Накид. Пропускаем следующий столбик и в следующий выполняем столбик с одним накидом. Теперь выполняем арку 1 воздушной петли. 1 петля. Накид. Опять следующий пропустили и в следующий столбик с накидом. И так мы чередуем. Выполняем арку 2 петель. Пропускаем 1 столбик и в следующий столбик с одним накидом. Теперь арка 1 петли. Опять пропускаем следующий и в следующий столбик с накидом. И таким образом вяжем ряд до конца, чередуем. Арка 2 петли, 1, 2 петли, 1. И пропускаем 1 столбик в основании. Подхожу к завершению ряда. Я выполнил последнюю здесь арку 1 воздушной петли, столбик с накидом. Передо мной остался последний столбик без накида. Я здесь также выполняю сейчас снова арку 1 воздушной петли, накид. И сюда, в этот последний столбик, то есть я не пропускаю здесь никакие столбики. В этот последний столбик я вставляю крючок и провязываю еще 1 столбик с одним накидом. И теперь выполняю также арку опять 1 воздушной петли и уже соединяюсь в 3 воздушную петлю подъема соединительной петлей. Здесь у меня получилось, что в конце у меня идет 3 подряд арки
по одной воздушной петле. Этот один столбик лишний я сделал для того, чтобы у нас получилось четное число столбиков. Вы можете пересчитать, должно быть 86. Нам нужно четное число столбиков, чтобы у нас в дальнейшем сошелся рисунок. 16 ряд. Одна воздушная петля подъема. И вокруг этого первого столбика провязываем пышный столбик с 4 накидами, рельефный, лицевой. Делаем первый накид. Вставляем крючок немножко вот так назад. Обхватываем вот этот столбик вот так, цепляем нить и вытягиваем ее повыше, примерно на высоту столбика с одним накидом. Сделали первый накид. Теперь выполняем второй накид. Опять вставляем крючок немножко назад, обхватываем столбик, цепляем нить и вытягиваем повыше. Сделали второй накид. Третий накид. Опять немножко назад, вокруг столбика. И вытягиваем петлю. И четвертый накид. Опять вокруг столбика этого же. И вытягиваем петлю повыше. И теперь вот это все дело вместе закрываем. Вот мы сделали пышный столбик с 4 накидами. Теперь выполняем 2 воздушные петли. И вокруг следующего столбика провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Крючок вставляем вот так, прям за сам столбик, и провязываем столбик с накидом. И таким захватом он у нас получается рельефный лицевой. Все, опять 2 воздушные. И здесь у нас уже раппорт повторяется. Вокруг следующего столбика вяжем пышный столбик. Первый накид, вот так, прям за сам столбик, вытягиваем петлю повыше. Второй накид, опять за этот же столбик, вот так, повыше. Третий и четвертый накид. И теперь все вместе закрываем. 2 воздушные петли. И вокруг следующего столбика рельефный лицевой столбик с накидом. Вот так за столбик вставили крючок и провязали столбик с накидом. 2 воздушные. И вокруг следующего вяжем пышный столбик с 4 накидами. Раз накид, вытянули петлю повыше. 2, вытянули петлю. 3 и 4. Все закрываем вместе. 2 воздушные и рельефный лицевой вокруг следующего столбика. И опять 2 воздушные. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик с накидом рельефный лицевой, 2 воздушные петли. И теперь соединяемся с первым пышным столбиком соединительной петлей. 17 ряд. 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в этот пышный столбик, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. И вокруг следующего столбика рельефного мы провязываем вот такой пышный столбик. Выполняем первый накид, вставляем крючок вокруг столбика, вытягиваем петлю повыше. Второй накид, вытягиваем петлю, третий и четвертый накид. Все то же самое. И закрываем все петли вместе. 2 воздушные петли. В следующий пышный столбик провязываем столбик без накида. 2 воздушные. Вокруг следующего рельефного столбика пышный столбик. Раз. Вытянули петлю. 2. 3. И 4. Закрываем все вместе. 2 воздушные. Столбик без накида в следующий пышный столбик. И опять 2 воздушные и пышный столбик. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последний пышный столбик, 2 воздушные петли. И теперь соединяемся с самым первым столбиком без накида соединительной петлей. 18 ряд. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом.
еще 3 воздушные петли, как арка между столбиками. И теперь выполняем в этот же столбик без накида сюда же столбик с одним накидом. То есть мы провязали в столбик без накида, столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом. Теперь сразу же выполняем накид и в следующий пышный столбик провязываем столбик с одним накидом. Все, то есть вот такой у нас будет раппорт. Уже в следующий столбик без накида провязываем столбик, 3 петли, столбик, накид. И в следующий столбик без накида вяжем столбик с накидом, 3 петли и столбик сюда же. И теперь сразу же в следующий пышный столбик провязываем столбик с одним накидом. И провязываем ряд таким образом до конца. В столбик без накида провязываем столбик, 3 петли, столбик. И в пышный столбик провязываем просто один столбик с одним накидом. Провязали ряд до конца, в последний пышный столбик выполнили последний столбик с одним накидом, и теперь в третью воздушную петлю подъема просто соединяемся соединительной петлей. 19 ряд. Выполняем соединительную петлю в следующую воздушную петлю. И теперь еще одна соединительная петля уже под арку. Теперь выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще одна воздушная петля, как арка между столбиками. И теперь в столбик с накидом, который у нас был вот здесь вот посередине, который в пышном столбике, мы в него провязываем столбик, 2 петли, столбик. Столбик с накидом, 2 петли и еще один столбик. В арку 3 воздушных петель провязываем 1 воздушная петля, столбик с накидом, 1 воздушная петля. Вот такой у нас будет раппорт. В столбик, который у нас был в пышном столбике, провязываем столбик с накидом, 2 петли и столбик с одним накидом сюда же. А в арку 3 петель вяжем 1 воздушная, столбик с накидом, 1 воздушная. И опять в столбик, который у нас в пышном был, в него столбик с накидом, 2 петли, столбик с накидом. В арку 3 петель 1 воздушная, столбик с накидом и 1 воздушная. И вот таким образом вяжем ряд до конца. Провязали ряд до конца. В последний столбик я провязал столбик, 2 петли, столбик, 1 воздушная петля. И теперь в третью воздушную петлю подъема соединяемся с соединительной петлей. 20 ряд. Сейчас в этот же первый столбик, в эту третью воздушную петлю подъема провязываем столбик, 2 петли, столбик. Первый столбик мы заменяем 3 петлями, еще 2 петли, как арка, и столбик с накидом сюда же, в эту же третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Вот провязали столбик, 2 петли, столбик. Теперь сразу же после этого столбика в следующую арку 2 петель провязываем то же самое. Столбик, 2 петли, столбик, столбик, 2 петли и столбик с накидом. Вот так. И здесь я уже буду повторять. То есть раппорт повторяется. В следующий столбик с одним накидом провязываем столбик с накидом, 2 петли, столбик с накидом. В следующую арку 2 воздушных петель столбик с накидом, 2 петли, столбик с накидом. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик, 2 петли, столбик, и теперь в третью воздушную петлю подъема соединяемся соединительной петлей. 21 ряд. Выполняем соединительную петлю
вот в эту следующую арку 2 петель. 1 воздушная петля подъема и сюда же столбик без накида. В эту же арку столбик без накида. Теперь 3 петли. 1, 2, 3. И в следующую арку выполняем пышный столбик с 4 накидами. Первый накид и в следующую арку вытягиваем петлю повыше. Второй накид, вытягиваем петлю. Третий, вытягиваем. И 4 накид, вытягиваем петлю и все вместе закрываем. Пышный столбик. Теперь 3 воздушные петли. И в следующую арку столбик без накида. И здесь у нас уже раппорт повторяется. 3 воздушные петли. В следующую арку пышный столбик. 1 накид. Вытягиваем петлю повыше. 2, 3 и 4. Закрываем все вместе. 3 воздушные петли. Столбик без накида в следующую арку. И вяжем вот таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последний пышный столбик, 3 воздушные петли. И теперь с самым первым столбиком без накида просто соединяемся соединительной петлей. 22 ряд. Этот ряд у нас будет последний. Сразу же в следующую арку провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Пико из 2 воздушных петель. 1, 2 воздушные петли. Вставляем крючок в вершину последнего провязанного столбика и хватаем вот одну петлю этого столбика и провязываем соединительную. В следующую арку 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И здесь у нас уже повторяется. В следующую арку 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Пико из 2 воздушных петель. 1, 2 воздушные. Вставляем крючок в вершину последнего провязанного столбика и одну его петлю. И выполняем соединительную. 3 столбика без накида в следующую арку. И таким образом провязываем ряд до конца. И в конце ряда, в самую последнюю арку, мы выполняем последние 3 столбика без накида. С первым столбиком соединяемся соединительной петлей. И уже потом можно будет обрезать нить и спрятать ее сзади за столбиками, за петлями. Теперь осталось нашу салфетку только заблокировать. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!